Скажи честно, только не мне, себе. Ты просыпаешься утром, и тебе сразу тяжело. Еще глаза не открыл, а ты уже устал. Кофе не спасает, новости бесят. Работа как белка в колесе. Вечером телек, пивасик, пролистывание ленты, пока глаза не слипнутся, или просто тупо тупишь в комп. А внутри как будто кто-то забыл закрыть тебе кран. Кап, кап, кап-кап. А в чем, собственно говоря, смысл моей жизни? А зачем это все нужно? Почему? Почему это все происходит? А что дальше? Жизнь-то заканчивается. И ты такой ходишь в церковь, ну или не ходишь, молишься или не молишься. Но когда самолет трясет в турбулентности, внутри тебя происходит щелчок. И ты такой: Господи, пожалуйста, давай только не сейчас, давай не сегодня. Деньги есть, счастья нет. Семья есть, радости нет. Здоровье есть, а смысла никакого. Ничто не интересно, ничто не радует. И ты такой думаешь: может, я мало молюсь? Может, я слишком грешный? Может, Бог от меня отвернулся и больше не смотрит в мою сторону? Или вообще думаешь, что Бога нет, а жизнь — это дерьмо? А вокруг тебя только одни идиоты. А что, если твои проблемы, брат, вовсе не в тебе? Что, если все, что ты слышал о мире, о Боге, о рае и аде, это только половина правды? А вторую половину от тебя просто спрятали, скрыли, чтобы ты никогда не узнал, кто ты такой на самом деле. Давай честно, что нам говорит христианство? Ты грешник. Ты родился в грехе. Ты не можешь спастись сам. Только через Иисуса Христа. И только через церковь. Только через смирение и послушание. И побойся Бога. Бойся ада. Бойся демонов. Бойся чертей. И смирись. Смирись. А что говорит нам ислам? Аллах велик. Ты — это раб Аллаха. И твоя задача подчиняться. И не спрашивай почему. Спрашивай, как выполнить. Делай намаз 5 раз в день. А шариат это закон. Выход за рамки — харам. Смирись. Что говорит иудаизм? Ты избранный, но избранный значит и обязанный. 613 заповедей, и каждый твой шаг расписан. Нарушил, значит попал, виноват. Исполнил, значит молодец, держи конфетку, но мало. Жди Машиаха, а пока терпи. Смирись. А что говорит нам буддизм? А буддисты хитрые ребята. Они говорят: страдания. Страдания — это факт твоей жизни, а причина и следствие — это просто твои желания. А выход — прекрати сам себя жалеть и прекрати что-либо в этой жизни желать. Просто закрой глазки, садись и медитируй. Наблюдай. Растворяйся. Нирвана — это когда ты растворился, тебя больше нет. И она не говорит тебе смирись, она говорит: исчезни. Но суть та же самая. Ты — это проблема. А что говорит индуизм? Карма. Судьба, брат. Ты здесь потому, что где-то там в каких-то прошлых жизнях ты это заслужил. Поэтому страдай.
Отрабатывай, рождайся снова и снова, и снова рождайся. И так миллионы лет. А потом, может быть, когда-нибудь ты освободишься. А пока крутись в колесе сансары и смирись. Знаешь, в чем прикол всех этих религий? Они думают, что миры – это какое-то место, где-то там. Рай – это где-то на небе, за облаками, с гуриями и молочными реками. А ад где-то под землей, с котлами, чертями, демонами и сковородками. Чистилище или бордо где-то в подвале. Ну, это как промежуточный склад душ. А если я тебе скажу... Что, если я тебе скажу, что все это просто твои собственные состояния? Состояние твоего сознания. И ты живешь не где-то там, а в своих собственных состояниях. Во всех. Одновременно. Каждый день. Каждую минуточку. Каждую секунду. Вот смотри. Ад – это когда ты орешь в пустоту, и пустота внутри тебя орет тебе в ответ. Когда каждая мысль о мести, о какой-нибудь гадости возвращается тебе бумерангом прямо в затылок или по почкам. Когда ты жертва, но жертва, которая сама посадила себя на цепь. И цепь это твоя собственная ненависть, агрессия, злоба. И ты все время орешь. Орешь и нервничаешь. И так бесконечно. Но это не наказание. Это просто обратная связь. Как ожог от плиты. Сунул руку, и она все время болит. А ты стонешь. Ты хоть раз просыпался в 3 часа ночи и такой: «О, чё-то не могу уснуть». Потому что крутишь в голове, крутишь все время какие-то мысли. Ага, а что я скажу начальнику на работе? Как кому я отвечу, особенно вот этому обидчику? Вот я вот эту сказку ему расскажу. А потом представляешь, как ему вмажешь по носу, как докажешь начальнику или кому-либо еще, какой ты крутой или великий. Поздравляю! Ты только что совершил экскурсию в свой собственный ад. Причем бесплатно. Голодные духи. Мир голодных духов – это когда у тебя все есть, а ты все равно хочешь. Еще больше и больше, еще чуть-чуть. И вот тогда заживем. Новый айфон, новая машина, новая квартира, новые отношения и еще один кредит. Еще один проект. Еще одна победа. И все. И вот тогда все будет хорошо. Нет, братан. Не будет хорошо. У голодных духов очень толстые животы и тонкие шеи. Глотка не пропускает все подряд. Ты можешь хапнуть весь этот мир, загробастать его в свои карманы, но не сможешь это переварить. А твои зависимости – это я шопоголик, жажда лайков, жажда славы, жажда власти, жажда богатства. И все это признаки голодного духа. И этот голодный дух – это ты. Посмотри на себя в зеркало по утрам. Чего ты там хочешь? Мир животных. Тут одни инстинкты. Ешь, размножайся, бойся и подчиняйся вожаку.
Никакой свободы. Четкая программа. Встал, поел, поработал, поел, потрахался, поспал. А завтра будет то же самое. Хотя можно набухаться и забыться. Но все равно будет то же самое. Страх потерять работу, страх, что скажут люди, страх, что тебя не любят. Мир демонов. Таких персонажей, как демонов, я видел даже не десятки тысяч. Спортсмены, которые хотят только побеждать, быть самыми первыми, самыми лучшими, самоутверждаться за чужой счет. Быть самым сильным, самым великим, самым лучшим. Это очень важно. Но при всем при этом вокруг сплошные конкуренты. И всех срочно нужно уничтожить. Бизнесмены, которые давят своих партнеров, уничтожают конкурентов, политики, которые строят империи на костях, устраивают бесконечные войны. Их девиз «Я могу». Я все могу. А если у других больше, чем у меня, значит, я это у них отниму. Потому что я должен быть первым. Они прям реально могущественные персонажи. Но они не понимают, что война против всех рано или поздно кончается тем, что все лежат в одной кучке трупов. Ты хоть раз завидовал так, что внутри все переворачивается? Хотел доказать кому-то, что ты лучше, чем он или вообще лучше всех? Уничтожить своего конкурента? Добро пожаловать в клуб демонов. Здесь жарко. Очень жарко, братан. Здесь идет все время соревнования и война. И здесь много таких же, как и ты. Здесь все друг друга ненавидят. И все улыбаются друг другу в лицо. Мир людей. Мир людей – это точка сборки всех миров. Самое интересное место во Вселенной и внутри самого тебя. Потому что здесь есть настоящая свобода. Не абсолютная, но вполне достаточная для жизни. И главное – это причинно-следственные связи. Карма, судьба, твое предназначение, они невидимы. И ты можешь выбирать. Ты не видишь сразу, что за удар по морде тебе может вернуться через 10 лет инфаркт. Или отрезанные ноги электричкой. Что совершенный хороший тобой поступок возвращается к тебе счастьем, совсем в другом месте. Ты выбираешь здесь вслепую, на ощупь. И это и есть настоящий экзамен. Это и есть настоящий жизненный опыт. Высший пилотаж настоящей свободы. Это выбирать. Выбирать, не видя последствий, но при этом чувствовать. Все чувствовать своим собственным сердцем. Это мы, люди. Ты, я и все остальные. Прямо сейчас. Мир полубогов. Райские жители. У них всегда все хорошо. Красиво, долго, радостно и без страданий. И в этом их ловушка. В раю, мой дорогой брат, не развиваются. Там нет мотивации, там нет стимула,
Там можно сидеть миллионы лет в нирване и просто закостенеть. Потом заслуги, которые ты наработал всей жизни, они кончаются. И обратно. Крутиться в колесике сансары. А в жизни, знаешь, таких, у которых все есть, и они при этом несчастные, потому что богатые тоже плачут, которые могут все, но уже не хотят ничего, все перепробовали. Ничего не интересно. Это девы. Настоящие девы в человеческом теле. Потому что рай – это тоже школа. И это урок. Наслаждение без роста превращается в клетку, в тюрьму. Низшие миры богов-творцов. Брахма-лока. Здесь может посетить синдром Демиурга. Это те, кто дорвался до власти и думает: я теперь самый великий, я царь и бог. И начинает строить жесткие системы, догмы, наказания для непослушных, потому что все должны преклоняться и подчиняться, целовать ему ножки, так сказать. И они забывают, что они вовсе никакие не хозяева, а просто временно управляющие. Такие вселенные, такие миры быстро становятся концлагерями. А потом знаешь, что происходит? Пух! Они схлопываются. И главный урок всего этого – власть без мудрости. Рано или поздно приведет к падению. А в жизни видел таких начальников, которые мнят себя великими богами. Видел таких гуру, учителей, которые требуют поклонения. Видел вот этих вот гуру, которые собирают вокруг себя гаремы и поклонников. Вот это все про них. Это они. Брахмы-неудачники. А дальше, мой брат, высшие миры. Там уже нет боли, там есть только одна радость. Но радость не потребительская, а настоящая, творческая. Сваргалока. Там, где живут творцы красоты, где музыка, где звуки рождают целые галактики, вселенные. Архитектура, вписанная в законы физики так, что мосты сами собой строятся, сами собой держатся, сами собой формируются. Здесь искусство – это служение. Нет, не я гений, это просто меня посетила муза, и красота течет сквозь меня. Ты хоть раз в жизни писал стихи не для того, чтобы их где-то там опубликовать, а потому что просто не мог писать. Тебя просто прет. Ты когда-нибудь рисовал, не для того, чтобы кто-то купил твои картины, а для того, чтобы просто так, от кайфа. Ты когда-нибудь сажал цветы просто так? Поздравляю, ты на мгновение заглянул в высшие миры. Сваргалоку. А дальше больше. Дальше есть Махалока. Здесь живут маги, риши, и всякие там святые. Те, кто знает, что мысль – это сила. И она материальна. Не просто какое-то там позитивное мышление, а реальная способность менять реальность намерением. Ты когда-нибудь замечал, если чего-то в этой жизни очень сильно хочешь, оно случается. Если боишься, то ты это притягиваешь к самому себе. Это не магия.
Это чистая физика. Но тут тоже есть свои ловушечки. Можно возомнить себя самым всемогущим и начать развлекаться, творить какую-нибудь чернуху. А знание без мудрости – это как ядерная бомба в руках у младенца, что застрял в песочнице. А дальше это миры служения, где живут бодхисаттвы. Те, кто растворил свое личное «я» в помощи другим. Те, кто живут не для себя. Вообще. Но вот парадокс. Когда ты перестаешь думать о себе, ты получаешь все. Абсолютно все на этом свете. Не для себя, а просто как канал. Ты становишься чистым проводником. Ты хоть раз помогал незнакомцу просто так? Не ради спасибо, не ради фото в Инстаграм, а просто так. Не ради какой-то там кармы и каких-то там очков. Если ты когда-нибудь в жизни так делал, то ты точно знаешь, о чем я говорю. Тапарлока, мир аскезы – это добровольное самоограничение. Не чтобы мучиться, а чтобы переплавить остатки эго в алмаз. Чтоб алмаз, когда его режет, он прям засиял. Ты хоть раз вставал в 5 утра, просто так, на пробежку? Отказывался от чего-нибудь вкусненького, чтобы проверить свою волю. Отжимался от пола так, что руки отваливаются. Молчал, когда хотелось орать. Смеялся, когда хотелось плакать. Это и есть аскеза. Она дает силу. Но если ты зацикливаешься, то ты становишься фанатиком. Сатьялока, мир Брахмы, управление мирами, целой вселенной. Здесь ты уже не творишь хаотично, а поддерживаешь гармонию. Видишь все связи, все кармические нити, все узлы, и главное, ты с ними не отождествляешься. Ты это просто садовник. Ты не хозяин сада. Ты просто ходишь такой и поливаешь цветы. Пусть они растут сами. У тебя есть в жизни дело, которое ты делаешь не ради денег? Не ради славы, а просто потому что, оно должно быть вот так. Потому что все должно быть сделано хорошо. Если есть, то ты, мой брат, уже немного брахма. А дальше это миры Вишну. И выше. Координации множества вселенных. Там уже нет одна реальность. Там целая мультивселенная. И твоя задача сделать так, чтобы все эти миры не перепугались. И не перепутались. Не столкнулись и не развалились. И пребывали в гармонии. Это уже даже не управление, а танец. Такая космическая хореография. А мир Шивы, о нем даже нечего рассказать. Практически ничего нельзя. А теперь послушай меня внимательно. Там, где живут Шивы, а не Шива, там живут настоящие архитекторы вселенных, этой мультивселенной, что придумывают и останавливают правила и законы, по которым живут все. И знаешь что, брат? Незнание божественных законов не освобождает от ответственности. И так до бесконечности, потому что предела никакого нет. Даже боги должны учиться, и этот закон. Даже Вишну когда-то был человеком, который просто сделал правильный выбор в своей жизни. И если ты посмотришь прямо сейчас на себя, то сразу поймешь, где во всем этом твое место.
и куда ты отправишься после смерти. Вот смотри, если ты слышишь это и у тебя есть интернет, то я тебя поздравляю, мой брат, ты в мире людей. Но только формально. Потому что если внутри тебя ад, ты в аду. Прямо сейчас. Если ты не можешь насытиться лайками, деньгами, вниманием, ты голодный дух прямо сейчас. Если ты дергаешься из-за власти, из-за славы, если ты цепляешься за превосходство, пытаешься самоутвердиться, ты демон. Прямо сейчас. Если ты просто плывешь по течению и боишься, то ты животное. Прямо сейчас. Если ты застрял в комфорте и не хочешь никуда расти, развиваться, то ты полубог, который скоро упадет. Обязательно. Прямо сейчас. И все эти миры не просто где-то там после смерти. Они прямо здесь. Прямо сейчас. В этой комнате. В твоей собственной голове. В твоих собственных реакциях, действиях и поступках. В твоих собственных выборах. Потому что рай и ад – это никакие не географические точки. Это частоты, на которых работает твое сознание. И ты переключаешь их каждую секунду. Просто ты об этом не знаешь. Но если ты, слушая это, вдруг все понял, если где-то под ребрами у тебя ёкнуло, если в глазах вдруг защипало, если ты вдруг увидел, что все эти состояния просто одежда, которую можно снять, то я тебя поздравляю, чувак. Ты уже не совсем человек. Ты тот, кто проснулся. Ты не оператор, не функция, не винтик. Ты это дитя Бога, которое вспомнило, что оно дитя. Ты – это искра его божественного огня, которая вдруг поняла, что она часть этого огня. Ты – это капля, которая осознала, что ты – это океан. Все, что я рассказал тебе сейчас, это никакая не теория, не философия и не очередная религия. Я больше 40 лет собирал это все по кусочкам. В драках, в жизни, в опыте, в медитациях, в больничной палате, когда останавливалось сердце, в Гималаях, где монахи смотрели на меня, пугались и молчали, в церквях, в мечетях, в синагогах, везде. Везде, где люди ищут Бога. Я был там. И знаешь, что я понял? Бога не надо искать. Бога нужно впустить. Впустить прям в себя. Потому что Он уже здесь. Он всегда был здесь. И Он просто ждет, когда ты перестанешь дергаться и бегать по кругу, как белочка в колесе. Когда ты перестанешь молиться чему-то там внешнему, каким-то крестам и иконкам. Когда ты перестанешь просить разрешения быть самим собой. Это видео, мой брат, это не проповедь. Потому что я не создаю здесь никакую секту. Мне не нужны никакие ваши деньги. Мне не нужны ваши поклоны. Но если ты сейчас почувствовал вот здесь, прям в груди, что там тепло, если ты устал быть овцой в этом стаде, которое тебя окружает, если ты чувствуешь, что внутри тебя горит огонь, который никто не может затушить, то
подписывайся. Просто нажимай на кнопочку и на колокольчик. Потому что это видео – это только дверь. Только первый шаг. А дальше будет то, о чем молчат все священники, все гуру и все учителя этого мира. То, что прячут в Ватикане, то, что вырезано из Торы, то, что не существует в Библии, то, что зашифровано в Коране так, что без ключа ничего не прочтешь. Намасте, Аллах Акбар. Ом Аминь. Священный дар. Я знаю, многие не понимают, о чем я здесь, собственно говоря, говорю. И я скажу, а понимать ничего и не надо, мой брат. Просто чувствуй. И если ты чувствуешь, что надо подписаться, подписывайся, потому что дальше я открою все тайны и все секреты.